Всем привет! Меня зовут Тыква, и в этом видео я показываю фонарь, который я разрисовала витражными красками по мотивам игры World of Warcraft. Здесь не будет полного спидпейнта или подробного туториала, но я скажу пару слов о технологии. Фонарь я купила в Ikea. Здесь я уже вытащила стекла и заклеила их край малярным скотчем. Набор витражных красок и контуры для них я купила в магазине Leonardo. Картинки распечатала на принтере и приклеила с обратной стороны. Здесь есть стекла с контуром и без. Вот так выглядит высохший контур. Я, конечно, сглупила, когда решила первым рисовать строгие геометрические формы в символе Орды. Потом я рисовала дракончика и мурлоков, линии в них более свободные. Вот небольшой кусочек того, как я заполняю контур краской. Капаю зубочисткой, потом распределяю краску по краям и в уголки. В местах, которые мне показались недостаточно интенсивными, я наношу второй слой. Но не стоит с ними перебарщивать, потому что краска не любит наслоения. Вот такой фонарь получился. Два стекла с желтым фоном и два с синим. Я разместила их друг напротив друга. На двух стенках изображены мурлоки, на одном хамелеоновый дракончик и знак Орды на дверце. Я решила разместить стекла обратной гладкой стороной наружу и рисунком внутрь. Не могу сказать, что у меня получилась идеальная поверхность, и так, мне кажется, он будет меньше пылиться. Скажу пару слов про саму краску декола. Набор не самый удачный. Белая краска, например, совершенно отвратительная. Она расслоилась на белый пигмент, который пачкает стекло, и на прозрачный слой. А еще в коробке две желтых краски вместо зеленой изумрудная. Если бы я планировала рисовать витражными красками больше изделий, то я бы, наверное, купила подороже и выбирала бы цвета индивидуально. Маленький совет. После установки стекол в фонарь я вклеиваю небольшие кусочки двустороннего скотча под металлические лапки. Так стекло не будет трястись при перемещении фонаря. А еще можно разместить рисунок именно в разрезах самого фонаря. Я довольна тем, как получились рисунки. Все же это моя первая большая работа витражными красками. Главное, что это делалось в подарок, и человеку понравилось.